архитектор должен вжиться в роль заказчика. В других фирмах ты можешь всю жизнь чертить лестницы. Так что перед сном вот это очень хорошо, или наоборот с утра. Огород сейчас вообще тема актуальная. Вот, поэтому, конечно, он планируется. Или объем информации пока позволяет вам переместиться за стол и начать что-то делать. Клинкер.рус. Красота, качество, клинкер. Друзья, всем привет! Вы на канале Клинкер.рус. Меня зовут Андрей Лобовкин. Прошлый выпуск, как вы помните, у нас закончился на том, что Олег, руководитель компании Карлсон и компания, любезно нам предоставил архитектора. Это София Тюлихова. И сейчас мы едем на участок для того, чтобы София могла посмотреть локацию, для того, чтобы потом было легче определяться с посадкой дома, с видовыми точками какими-то, ну и все, что с этим связано. София, добрый день. Пока едем, я думаю, что не лишним будет немножечко расспросить Софию, какие-то задать вопросы, познакомиться. Я думаю, что это будет интересно и вам, и мне. София, первый вопрос. Как давно вы пришли в профессию архитектора? Ну, 3 года работаю архитектором. А до этого училась в Нижегородском архитектурно-строительном университете 5 лет. Понятно. Почему именно архитектор? С детства рисовала и хотела, чтобы досуг перерос в дело всей моей жизни. Так, институт закончили, переехали в Москву. Да. И? Написала всем лучшим архитектурным бюро Москвы. Была не была. Разослали резюме? Да. И Олег Анатольевич меня взял в свое бюро. Почему именно Олег Карлсон? Мне очень близки ценности Олега Анатольевича, как профессиональные, так и человеческие. В пользу прочность красота, в первую очередь. И архитектор должен вжиться в роль заказчика. И в каждой семье нужен индивидуальный подход, потому что все семьи разные. И это очень интересно. У вас, насколько я наблюдал в ваших выпусках, некое такое коллективное творчество получается. То есть архитектор занимается каким-то проектом, да, а в конечном счете потом уже руководитель смотрит, да, то есть Олег, или вы на всех этапах совместно какие-то корректировки вносите? Олег Анатольевич все проекты, как сказать... Соведущий. Да. То есть он наблюдает, он каждый день смотрит за процессом, и он видит все чертежи, контролирует. Да, он главный архитектор. Это отлично. Почему именно малоэтажное строительство? Здесь больше всего творчества. И один архитектор может от нуля до конца строительства создавать и контролировать стройку. В других фирмах ты можешь всю жизнь чертить лестницы, а здесь ты каждый день занимаешься чем-то новым. Это саморазвитие. Это творчество. Да, это безусловно плюс. Окей, едем дальше. Сейчас приедем на участок и продолжим. Итак, мы доехали до поселка. Поселок расположен на первой линии около водохранилища. Единой постройки не было, концепции, поэтому домовладения все разные. На мой взгляд, это, конечно, не очень здорово, но в плане дизайна зато у нас абсолютно четко. Мы можем любой образ дома создавать. В любом случае он вряд ли будет похож на соседний дом. Но в основном кирпичные дома. В основном дома кирпичные, да. Единственный Хотя дом попадаются вот такие экземпляры. Корабль, мы его называем.
Сейчас мы спускаемся ближе к участку, и я покажу панораму, которая есть. Значит, вот если мы смотрим вперед на тот небольшой домик с синей крышей, то там перелесок, хвойные деревья вперемешку с березами, и за ним начинается водохранилище. Деревья все, которые за ним мы видим, вот эта полоса, это уже, соответственно, с другой стороны водохранилища. Вот. И поле, ну, это все уже с обратной стороны. Вот здесь, вот этот вот участок, который, да, с этой стороны, здесь фактически два участка. Вот мой участок — это половина, вот если мы по фасадной линии проведем, то половину. Сейчас мы подойдем к этому месту. Почему я здесь хочу остановиться? Потому что примерно отсюда, наверное, можно, даже, наверное, назад нужно чуть-чуть отойти. Вот, примерно отсюда будет понятно, как на втором этаже будет раскрываться вид, если мы поставим. Потому что мой дом, он будет стоять повыше, чем стоит вот дом моего соседа. Софья, что скажете? Думаю, это хорошая видовая точка, так как сосед в глубине участка, он застроил вплотную постройки, вплотную к забору, и поэтому развитие в ту сторону не самое благоприятное. Если, конечно, организовать какой-то ландшафт, засадить хвойными деревьями, то можно будет и на эту сторону, да, и в глубину участка, по длинной стороне развить архитектуру. Ну, в принципе, да, я так и планировал, что у нас часть окон будет выходить на ту сторону. Нет, в любом случае. Да, угол на ту сторону и, соответственно, на участок. Потому что здесь, с учетом того, что есть уклон участка, вот почему мне хотелось изначально дом поставить, чтобы он стоял вдоль дороги, чтобы закрыть домом все, что происходит на участке. Это правильно, так конечно. как люди, так как ну, здесь гора, и все, кто идет с горы, соответственно, видят, что на участке даже через построенный забор. Поэтому, чтобы создать какой-то уют, я подумал, что... Ну, все дома построены по красной линии, поэтому нужно соблюдать и линию застройки. Примерно в той же линии, как Да, стоят да, дома, да, да? да. Ну, здесь все практически стоят, вот, наверное, люди метров 5-6 отступают. Вот этот вот колышек, это как раз граница моего участка. И если смотреть вдаль, то он идет не на угол того забора, а вот примерно, ну, третья секция. Вот так он идет участок. Вот. И, как я и говорил, он имеет скос. Пологий, не пологий, я не знаю, как это считается. Ну, 2 метра там у нас, да, скос. Да, да. Вот в сторону вагончика, там, где стоит вагончик, это зеленый, это конец. Ну, вот конец участка, это вот по забору, потому и по забору, который вдалеке. Поэтому мне хотелось поставить дом или какие-то постройки, может быть, если у нас будет отдельно дом и гараж, поставить их вдоль дороги для того, чтобы, выходя во двор, иметь некую приватную зону. Да. Деревья я пока не стал спиливать до конца, там их было больше, я проредил, но специально оставил, потому что деревья отделяют. Мне, во-первых, я ничего плохого против березы не имею, ну, кроме того, что у меня аллергия на нее. Вот, но пока спиливать не стал, а решил оставить, потому что нужно понимать, если мы их убираем, эти деревья, то что мы делаем. Вы задавали в прошлом выпуске вопрос, что еще я планировал сделать на участке. Вот я думаю, что кроме вот этой постройки основной это дом, плюс гараж, либо он будет присоединен к дому, либо это будет отдельная постройка. И на будущее я еще планировал построить баню отдельную, может быть, ну, баню, беседку, вот такой вот какой-то комплекс. Вот. И здесь я его как раз, да, как вариант планировал. Не летняя кухня даже. Летняя кухня, вот я думаю, что у нас здесь будет где-то выход на улицу, да, пристроено к дому. А такое место, где можно просто пожарить шашлыки в неком уединении. Вот. И для этого я думал использовать место в углу участка, там вот где деревья, просто убрать необходимое количество деревьев. И пятно там какое нужно, такое и очистить. 6×6 или сколько там понадобится пятно. Вот, чтобы это было в неком таком перелеске. Вот. Отчасти и поэтому я не убираю эти деревья сейчас. В общем, ну, я думаю, что их убрать никогда не поздно.
Мгм. Поэтому Ну, сейчас... мы в прошлый раз говорили о том, что вы сауну захотели в доме. Да, Не- сауна не в доме, баню? я считаю, что это неплохо. Или и баню еще тоже Ну, хотите? баню, она для меня не первоочередная. Мы сначала разберемся с этой постройкой Мгм, дома. мгм. То есть о бане мы пока сейчас... Сауна, я считаю, что это важно и нужно, потому что Мгм. просто куда-то зайти, условно говоря, в комнату в доме и попариться и выйти через 15 минут, это, я считаю, очень удобно. Для Мгм. этого не надо кочегарить. Потому что баня, ну, в моем понимании, это баня на дровах, ее растопил как следует, там, попарился с товарищами. Особая процедура. Особая процедура, да. А так, чтобы перед сном, вот это очень Мгм, мгм. хорошо. Или наоборот, с утра. Ну, в общем. Может быть, огород планируется. Огород сейчас вообще тема актуальная. Мгм. Вот, поэтому, конечно, он планируется. Я, правда, не знаю, в каких масштабах и что Мгм. сажать. Вот. Конечно, нужно посадить яблони хорошие, сливы, там, я не знаю, Мгм. грядку или две под картошку выделить. Не, ну, какие-то кусты плодовые, малина, Мгм. это все, конечно, будет, но здесь участок большой, поэтому я думаю, что сейчас, опять же, ну, где угодно это можно делать. Ну, нужно с самого начала спланировать все строения и определить зоны, благоприятные для огорода. Ну, хотя это да, огороду самое важно, ему же тоже конечно, солнце конечно. нужно, да? Теплицу, может быть, вы планируете. Вот мне, кстати, понравилась ваша теплица, такой аккуратненькой вы Мгм, сделали, да, мгм, в том мгм. проекте «Дом модерн». У нас здесь по сторонам света, значит, получается, оттуда, ну, вот так вот, наверное, север, да? Да, Как да, у нас да. идет. И, соответственно, солнце у нас пошло с востока и идет у нас Да, до сюда. вечернее солнце Да? здесь. Мгм, мгм. Поэтому вот в первоначальном проекте, где мне, ну, горе-проектировщик тот делал, когда у меня гараж, то, о чем говорил Олег, с Это солнечной стороны, ошибка. это, конечно, неправильно, да, просто ошибка. Обычно на участках с рельефом мы сажаем дом на самую высокую точку. Но здесь, так как север с этой стороны, нам нужна инсоляция. Инсоляция нужна, и поэтому желательно вот сдвинуть и по оси поставить дом. Завязать, возможно, с этим соседом. А здесь же тоже дом прямо стоит. В каком смысле? В смысле по оси? По оси именно расположения? Да, по оси участка. Ну, я не И знаю, я поиграть здесь... с грунтом. Как по мне, ну, надо нам просто решить, стоит ли нам выигрывать, вот с учетом того, что скос участка, да, стоит ли нам бороться вот за этот вот метр лишний, который есть, или не стоит. Потому что если не стоит, то, наверное, с точки зрения симметричности дома на участке, да, наверное, грамотнее его ставить посередине. А если мы хотим дом чуть-чуть поднять, ну, хотя вот я смотрю, у всех вроде посередине стоят дома, да, этот участок, этот участок. Мгм, мгм. Вот, ну, Ну, хотя мы еще нет, будем вот этот думать. участок, он стоит, получается, что тоже на самой высокой точке дома Мгм, поставил. мгм. И, кстати, может быть, и есть смысл тоже приблизиться к краю, чтобы быть подальше от того дома. Хотя здесь площадь позволяет, наверное, и этого не делать. Но дело в том, что если мы прижмемся к южной стороне, то у нас инсоляция будет хуже помещений. Инсоляция хуже. А можете поподробнее об этом сказать? Потому что я думаю, что это, если мне непонятно, то и нашим зрителям тоже не будет понятно. Что такое инсоляция помещений? Инсоляция — это освещенность помещения в каждом доме, да, частном, и каждое помещение должно быть с окном, Да. чтобы попадал естественный свет, и он еще убивает бактерии. Это очень важно. И как это, ну, какая зависимость, стоит дом, скажем, вот здесь или стоит дом вот здесь, передвинут? Вот если мы его посадим на самую высокую точку, Так. это будет логично, с одной стороны. Но с другой, у нас солнце будет вот так идти, и вся тень будет падать на участок. То есть у вас
Понятно, треть или четверть не останется солнечного кусочка да, на да, участке да. перед домом, И получается, то есть да? у нас вся тень будет падать на четверть Понял. участка. Все, теперь понял. Так, еще какие замечания, пожелания, что увидели? Мгм. Участок большой. Да. Окей, ну если вопросов больше не осталось, тогда я думаю, мы можем уже сворачиваться и перемещаться, да? Может быть, вы планируете прудик небольшой, собственный? Не, прудиков никаких не нужно, мгм. потому что прудик, кстати, насчет прудиков могу рассказать. Прудики это, во-первых, дорогостоящая штука такая. Их обычно люди делают, у которых есть болото уже на участке. Они это болото убирают, делают прудик. Но для того, чтобы сделать прудик, у меня просто товарищ сделал прудик. Вот, его нужно, во-первых, полностью выгрести, этот прудик, сделать там какую-то подоснову, вот, чтобы вода была нормальная. И тогда это будет реальный прудик. Ну, то есть облагородить прудик, это тоже каких-то время и денег стоит. Чтобы это был, ну, такой нормальный прудик, не вонючий, чтобы приятно было около него находиться. Вот, поэтому здесь, конечно, никаких прудиков, он просто не нужен. Вон большой прудик есть, там, ну, водохранилище я имею в виду. Вот. Поэтому никаких прудов. Окей, ну если все, ну здесь все или еще что-то нам нужно? Или объем информации пока позволяет вам переместиться Да. за стол и начать что-то делать? Вот эта точка тоже неплохая, там мало застроек. Ну, Типа диагонали. вот мне кажется, что 2/3 окон, как минимум, все-таки они должны, или половину, или 2/3, они все-таки основной акцент спален всех хочется делать туда. Потому что вот мы с Олегом, когда вы, ну, в прошлом выпуске, да, мы рисовали, он предлагал сделать 4 спальни, ну, если дом квадратный, да, то чтобы 2 спальни выходило сюда. Вот мне бы этого, честно говоря, не хотелось, чтобы спальни выходили на эту. Ну, потому что просыпаешься, открываешь окно и видишь соседский дом. Кайфа нет. Тогда шторы должны быть там постоянно задвинуты, да, в этих спальнях, чтобы, ну, какую-то приватность создать. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки спальни должны быть туда и вдаль. Вдали мы все-таки, я думаю, что как-то надо будет отделять. Конечно, Мы конечно. посмотрим, сейчас деревья распустятся, мы еще раз с вами сюда приедем, посмотрим, как это выглядит. Может быть, я какие-то фотографии найду с прошлого года, если есть, посмотреть. Вот, но зимой, сейчас, конечно, деревья голые, а летом они хорошо отгораживают от того участка. Может быть, если мы их примем решение оставить, может быть, наоборот, в правую часть еще досадить деревьев каких-нибудь, да, чтобы у нас была закрыта. Ну, чтобы из спальни выход был, и вид был деревья, и участок весь. То есть дом у нас примерно, ну, как максимум 1/3, наверное, займет, а то и 1/4, наверное, да, а там остается еще большая площадь. Вот. Мне кажется, вид должен быть клевый. Потому что, вот, например, если смотреть на тот дом, то, видите, там всего 2... Покажи, пожалуйста, тот дом. Вот, там всего 2 окошка небольших на 2-м этаже. Я не знаю, там, наверное, не был внутри, но, наверное, там какие-то, может быть, даже технические помещения. Скорее всего, да. Типа гараж. На мой взгляд, это не очень хорошо, точнее, совсем не хорошо, потому что в том-то доме, который стоит на горе, ну, там вообще шикарный вид, наверное, открывается на все, что за водохранилищем происходит, да. И я бы, конечно, если строился, то делал там спальни какие-то. Ну, видовая точка там намного лучше, чем у нас будет. Правильно? Видовая точка. Ну вот. Да, интересно. Ну, я так понимаю, что на сегодня у нас все. Я надеюсь, что теперь у вас есть намного больше объем информации, да, видели все своими глазами. Вот. И в следующий раз мы, наверное, уже, когда будем встречаться, у вас будут какие-то Эскизы, да. эскизы, да? Посадка дома на участок и примерные планировки поэтажных планов. Да. Друзья, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал Клинкер.рус, ставьте лайк. Не забывайте активировать функцию колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Всем пока. Пока-пока. Клинкер.рус. Красота, качество, клинкер.